ребята, просто остров порядка в этом мире хаоса. Прием. Всем привет! И сегодня я расскажу вам, как своими руками в домашних условиях сделать настоящий рабочий секстант, как его настроить и как им пользоваться. Для постройки самодельного секстанта нам понадобятся следующие материалы: 3-мм фанера для изготовления рамы и алидады, маленькое зеркальце, стеклышко, кусочек жести от консервной банки, немного винтиков, пластик толщиной 1 мм, немного картона. Также по желанию можно добавить пару линз для подзорной трубы. Можно сделать секстант и без линз. Принцип действия от этого не меняется. Сначала с помощью транспортира и линейки разметим сектор в 60 градусов. Название секстанта происходит от греческого sextas – шестая часть круга. На основе этого сектора можно разметить чертеж рамы прибора. Раму я выпилю из 3-мм фанеры с помощью вот такого ручного лобзика. Одна из самых важных деталей – лимб с разметкой по градусам. Эту деталь я вырезал из пластика. Для начала вырежем раму. Фанера чуть-чуть рассохлась, придется доклеить недостающие части. Пока рама сохнет, сделаю оправки для зеркал. Сначала отмечаем нужный кусочек зеркала, раскребаем твердым надфилем линию и аккуратно отламываем. Далее из жести вырезаем прямоугольник, отмечаем положение зеркальца и вырезаем боковинки, которые обхватят стекло. Также проделаем отверстие, через которое винтом зеркало будет крепиться на прибор. Таким образом изготавливаем два зеркала. Теперь самое время изготовить стеклышки светофильтров. Они необходимы для наблюдений со солнцем. Технология похожа на изготовление зеркал, но с парой отличий. Это окошко в оправке и другое положение ушка крепления. Чтобы превратить стекло в светофильтр, коптим его над спичкой, приблизив пламя вплотную. Получившиеся светофильтры надо держать аккуратно, за края, чтобы не стереть копоть. Делаем подзорную трубу. Линзы я подобрал следующие. Та, что больше, собирающая линза, с фокальным расстоянием 4-5 см. Маленькая линза рассеивающая. Такая комбинация линз позволит нам собрать подзорную трубу Галилея. Она хороша тем, что не переворачивает картинку. Вообще про подзорные трубы можно сделать отдельный ролик. Ставь лайк, если хочешь, чтобы такое видео вышло как можно быстрее. Из этих линз мне удалось выжать двухкратное увеличение. Этого более чем достаточно для секстанта. Сначала отмечаем на картоне прямоугольник, сгибаем вокруг линзы и склеиваем трубку. У нас должно получиться две трубки для каждой линзы. Вставив их друг к другу, раздвигаем и сдвигаем, пока не получим четкое изображение. Испытания надо проводить на удаленных объектах. Расстояние между линзами немного больше фокусного расстояния собирающей линзы. Отмечаем нужное положение. Окрашиваем картонные трубки изнутри в черный цвет. Это поможет отсечь лишний цвет и сделает изображение более четким. Посмотрим, что у нас получилось. За кадром я сделал алидаду, рукоятку для рамы и полку для подзорной трубы. Алидада имеет стрелку из проволоки для замера углов. Также я переделал зеркала, теперь они в 2 раза больше, и боковая оправка не закрывает собой зеркало. Окрасим деревянные детали морилкой под красное дерево. Итак, все составляющие готовы к сборке. Сначала прикручиваем к раме рукоятку и полку для подзорной трубы. Схватываем их клеем. Привинчиваем на свое место лимб. Все винты надо сравнять с поверхностью рамы надфилем. Они не должны мешать перемещению алидады. Алидада должна вращаться плавно, без люфтов. Для этого она должна быть прижата к раме секстанта. Делаем это с помощью проволоки, загнутой следующим образом. Вклеиваем проволоку в отверстие на нижнем конце алидады и устанавливаем на раму. Проверяем еще раз, чтобы винты не мешали алидаде. Любое смещение в сторону может испортить показания прибора. Наверху алидада крепится на штифт, вокруг которого и вращается. Штифт поджимаем с помощью самодельных шайб и пружинки от ручки. Проверяем, как вращается алидада. Все работает. Теперь можно устанавливать все остальные элементы. Привинчиваем неподвижное зеркало. Оно расположено напротив подзорной трубы. Так как оба зеркала должны быть на одной плоскости, используем деревянную вставку для неподвижного зеркала. Крепим зеркало на винт, затягиваем не очень сильно для дальнейшей настройки. Затем ставим подзорную трубу. Труба своим центром должна смотреть на левый край зеркала. Это нужно, чтобы изображение зеркала занимало ровно половину обзора. Теперь можно установить подвижное зеркало. Оно крепится винтом на алидаду. В самом конце устанавливаем светофильтры. Они нанизываются на проволоку подходящего диаметра через проставки из стержня от ручки и прижимаются пружинкой. Готовую конструкцию вклеиваем на свое место. Секстант готов.
Теперь его нужно настроить. Начинаем настройку с неподвижного зеркала. Смотрим в трубу и поворачиваем зеркало до тех пор, пока не увидим в нем верхнее зеркало. Теперь настроим подвижное зеркало. Для этого устанавливаем Алидаду положение на 0 градусов и смотрим через прибор на горизонт. Вот такую картинку мы увидим. В правой части прямоугольник неподвижного зеркала, который отражает изображение от верхнего подвижного зеркала. Это похоже на перископ. Аккуратно поворачиваем верхнее зеркало, пока не увидим горизонт в правой части. Для окончательной настройки я навел секстант на удаленный дом. Мы получаем изображение дома на горизонте. Как можно увидеть, изображение из зеркала и то, что мы видим напрямую, не состыкованы. Аккуратно наклоняем верхнее зеркало по вертикали и горизонтали, чтобы в конце концов оба изображения плавно переходили друг в друга, будто границы зеркала нет вовсе. Это трудоемкий процесс, но немного усидчивости и аккуратности, и все получится. Итак, настройка окончена. Мы видим однородное изображение. Горизонт справа и слева находится вровень. Это значит, что секстант настроен по горизонтали и вертикали. Чтобы настроить не сбилась, можно зафиксировать зеркала с помощью клея. Теперь можно проводить измерения. Пока солнце не выглянуло, измерим градус возвышения этого дома над основанием. Принцип работы секстанта заключается в совмещении двух изображений. Наводимся на основание дома и начинаем двигать Алидаду вперед, увеличивая наклон верхнего зеркала. Картинка справа меняется. Теперь совмещаем крышу в зеркале справа и основание дома слева. Когда изображения совмещены, можно посмотреть, какой угол показывает Алидада. Получилось ровно полградуса. Чтобы получить истинный угол возвышения, это число следует умножить на 2. Получается ровно 1 градус. С помощью этого метода, зная точную высоту дома, можно вычислить расстояние до него. Теперь главный эксперимент, ради чего все и затевалось. Солнышко выглянуло, и теперь мы можем измерить его угол возвышения над горизонтом. Для этого опустим стекло светофильтра, поворачиваем Алидаду. В черном прямоугольнике зеркала появляется солнечный диск. Опуская по очереди несколько стекол, можно менять силу затемнения. Итак, чтобы измерить угол возвышения Солнца, нам нужно совместить нижний край солнечного диска с горизонтом. Угол самого диска по диаметру составляет полградуса, поэтому, чтобы узнать возвышение центра диска, просто прибавим к конечному результату четверть градуса. Сейчас 7:30 утра, секстант показывает 18 градусов. Умножаем эту цифру на 2 и прибавляем четверть градуса к результату. Сейчас Солнце возвышается на 36 градусов 15 минут. А если замерить угол возвышения Солнца в астрономический полдень, то можно узнать, на какой широте мы находимся. А в заключение я хочу показать вам кадры движения солнечного диска.